Рыбак собственной персоной, победитель Евровидения 2009, сегодня в гостях за чашкой кофе. А вы пьете-то у себя в Норвегии кофе? Ну, для эффекта. То есть для эффекта, бодрости имеется в виду? Да, когда нужно проснуться, там сейчас вот, например, нужно просыпаться иногда в 7 часов ночи. Тогда надо кофе пить. Очевидно, что артист со стажем, именно так и говорите. А во сколько утро начинается в таком случае? Не знаю, по-разному. Или в зависимости от того, как день закончился. Ну, часто же корпоративы, шоу, телешоу, концерты начинаются в 11 часов вечера. Так что... И под утро заканчивается. Если я тогда дома, так я, ну, в Норвегии, так я прихожу домой, поиграю в Xbox, в Nintendo. Ничто человеческое не чуждо, Александр. Конечно. Ничто человеческое не чуждо, так, как и любовь к красивым... Я потом на норвежский переведу то, что я сказал. Любовь к красивому женскому вокалу. Александр, мы знаем, что вы собираете трио. Женскую группу. Ну, расскажите не обязательно об этом трио, подробнее. это для Евровидения, для национального отбора. И там вообще можно, я думаю, что 6 человек можно, да, на сцене там. Саш, как Да, это получилось, свои что вот решили попробовать себя как продюсер? Почему продюсер, почему девушек, почему от Беларуси? Идея не явилась то, что я хочу сейчас продюсером стать, а просто я уже много лет мечтаю сочинить что-то для Беларуси, и особенно для Евровидения. И вот я сочинил песню, у меня такая концепция, что девушки поют о том, что они всегда будут верны, они всегда будут тебя любить, будут вокруг всего мира с тобой ехать, но акцент тот же самый у меня останется. Вот такая вот песня-сказка. Ну, очевидно, что то, что сказал Александр, это песня-сказка. То есть, иными словами, вы сейчас ищете коллектив уже под готовую песню. Да, так что вот когда люди спрашивают, почему только девушки, почему не парни, почему именно фольклор, это потому что не то, что я кастинг провожу и потом уже вдохновлюсь на какую-то песню, а потому что уже идея родилась, песню сочинил, концепция есть, в голове уже у меня такая картина есть, и я очень рад, что моя команда Grand Music, они разместили информацию очень правильно, так что самые такие наилучшие девушки приходят на кастинг. Как происходит? Да, в Минске-то уже состоялся Я кастинг. сижу на стуле, и девушка приходит, поет народную песню. Она уже эту должна петь или какую-то другую? Не, это... А почему именно народные? Они не знают. Народные мотивы в композиции есть, да? Да, там я включил такие фольклорные моменты. Но это современная песня, очень такая заводная. Вчера на кастинге сказал заводная, все девушки посмеялись. И вот они поют, я их хвалю, и следующая девушка приходит. То есть им достаточно просто красиво петь народную песню на кастинге, так? Да, но, конечно, большинство из них не пройдет. Зато вы говорите правду сейчас, да. Сколько пришло и сколько... Я им то же самое. Мне очень важно в начале кастинга всех собрать в зале. И сказать, большинство вы не пройдете. Да, но то, что они не пройдут, это не обязательно, что у них нету таланта. Я пробую всю песню прослушать и что-то конструктивное сказать. Не просто после того, когда девушка ждала 5 часов, да, мерзла, и потом Саша говорит, что после 2 секунды, что не-не-не, это мы не хотим такого. Вместо этого я слушаю, там, здороваюсь и конструктивное что-то говорю, и вот дальше. Александр, ну ладно-то вокальные данные, а красота, вот хочется спросить, имеет ли значение брюнетка, блондинка, рыженькая? Нет, не важно, но это должно быть, это должна быть чисто белорусская девушка, чтобы она не подстраивалась там под Мадонну, Рианну. Как все. Вот интересно, что в вашем понимании белорусская девушка? Вот, чисто внешне. Скромность в глазах, открытая улыбка. А когда поет, так вот с колоритом и самоуверенно. Вот интересно. Скромность. Вряд ли, когда она выходит на многомиллионную аудиторию, будет ее украшать. Наоборот, нужна некая открытость, некий огонь в глазах. А вы говорите скромно. Да, нет, скромность вообще, когда общаются, когда выходят на сцену,
с уважением публики. Так. Не то, что я поп земли, а что у меня музыка, которую я хочу поделиться с вами. И я сразу вижу, у каких девушек есть такие качества, а у каких нету. Вот об этом и хочется спросить. По итогам кастинга в Минске уже для себя кого-то отобрали в этот проект или пока вот отобрали? Да. Но последний сейчас кастинг будет в Бресте, но вдруг я там найду 5-6 девушек, которые в 10 раз лучше, чем в Гомеле, в Гродне. То есть пока это еще не Минске. окончательное решение. Но в Минске очень много было таланта, конечно. Не все поняли, что это фольклорный кастинг. Там, как всегда, кто-то спел Шакиру и так далее. Все же хотят чуть-чуть подражать другим. Но я нашел уже пару-три девушки, которые у них все качества есть. Сегодня в Брест отправляется. Да. Расскажите подробнее, куда приходить девушкам? Где пытать счастье? Есть, я всегда путаю. Городской дом культуры. Городской дом, да, вот, спасибо. Да. Городской дом культуры. Правильно сказал? Совершенно точно. И я надеюсь, что это не будет группа только для этого проекта. Андрей, мой менеджер, он очень хороший продюсер, и я думаю, что мы вместе можем создать группу, которая будет в будущем тоже ехать с концертами, и не только в Беларуси, не только в России, а в Европе. Если уже у группы название, и раз есть песня, заглавный хит, так. Песня называется «Акцент». Потому что они поют о том, что... Ну, смотрите... Поют с акцентом, очевидно. Хоть кто-то из тех, кто представляет Беларусь, признался в этом. Но зато искренне, у нас же очень милый акцент. Конечно. Ну, не у меня, конечно, я же скандинавец, у меня нет акцента. Да. У вас нет акцента, Александр, вы блестяще говорите по-русски. По-русски есть акцент, но я сейчас говорю, когда мы на английском говорим, так у многих белорусов такой милый белорусский акцент. Вместо того, чтобы скрывать это и пробовать там подделываться под Америку и так далее, да, лучше это показать и спеть о том, что я горжусь своим акцентом, и это не только акцент, это наши корни. Но если уж на то пошло, что касается акцента, на Евровидении с ним поют практически все, за исключением, естественно, британцев, а у них еще более-менее правильный английский. Но вот скандинавы славятся тем, что у них практически идеальный английский, может быть, датчане. Последние, которые выиграли сейчас, азербайджанцы. Выиграла сейчас Кончита, но не важно. Кончита даже, да. Хороший язык. У нее много чего непонятного, но язык у нее очень понятный. Так что почти все победители Евровидения очень хорошо. Что непонятного? Давайте мы Александру попробуем объяснить, что непонятного было, расскажите. Что вас удивило? То есть Кончита стоит сейчас рядом с вами в одном ряду победителей Евровидения, как бы вот она рядом и вот вы. Вам приятно в таком ряду? Это сейчас посмотрим. Я сейчас буду в Люксембурге. Меня пригласили туда в субботу, и там она тоже будет петь. То есть это первое знакомство? Знакомство с Кончитой у вас произойдет как раз. Прекрасно. Историчное. Саша, вообще согласитесь, что Евровидение стало конкурсом в большей степени не песни, а вот какой-то фишки? Кончита Вурст, те же Лорди, еще что-то. Ну, для промо, конечно, это помогает, но если песня не на таком же уровне, как промо, так тогда это никогда не поможет. Ну, конечно, если сегодня у какой-нибудь брестской девушки обнаружится борода, я думаю, что это будет преимущество. Ну, смотрите, Лорди же не выиграли, потому что они как монстры переодеты. Они выиграли, потому что у них самая лучшая песня была. Также Лорен как краб танцевала, да, но это не из-за этого она выиграла. Самая лучшая песня. Я тоже на скрипке играл, но не потому же я выиграл. Да ведь 80% восприятия телевидения — это картинка и только 20% голос. Вы думаете, большинство зрителей, которые смотрят Евровидение, не голос, а песня. Вообще концепция, все. Картинка, песня, голос. И когда видно, что артист понимает, почему он стоит на сцене. Или это видно, или это не видно. Ну вот в случае вашего женского проекта песня уже есть. Дальше, я так понимаю, будет попытка представить эту группу на каком-то национальном отборе в Норвегии. Ну, то есть вы же еще не выиграли, мы говорим уже о каком-то... В Беларуси. В Беларуси. Ну, а потом мы в Норвегии, если в Беларуси не выиграем. Да.
Кто в Ошибочка вышла. В Украине, в России, везде попробуем. А победите в Люксембурге, Ага. понятно. Так, ну а что дальше? То есть, если, давайте рассмотрим, не Сначала выиграли. самая первая, самая сейчас первая проблема у нас, это что здесь в Беларуси свои правила, что перед национальным отбором еще прослушивание есть. А у всех других странах прослушивание это значит, что просто заявку, да, ну как называется? Ну, отправил компакт-диск. в общем, да. Отправил Аудиокассету, файл, да, да, и да. они прослушивают себя, у себя там в даче. А здесь нужно приходить, исполнять песню и всем составом. И Это вызывает какую-то сложность, если я девушка очень живет боюсь, в Бресте, если, да, не если выбирайте все Брестских девушки, тогда. да, и очень часто, вот если они позвонят день перед этим, да, прослушиванием, а девушку не отпустит профессор, Саш, например. ну вас не Ради такого подведут, вас не действа, как подведут ни одна Евровидение. белорусская девушка. Или еще хуже, что вдруг я тогда должен какой-нибудь концерт отменить. Ваш концерт, ну Да. это дорого, конечно. Кстати, жизнь после Евровидения, да, вы Классно. были на вершине. Причем, я полагаю, что за все эти годы, ну, во-первых, рекордное число баллов, Да-да. по-прежнему никто этот рекорд Да, не побил. абсолютный Во-вторых, рекорд. самый яркий победитель Евровидения последнего десятилетия точно. Ну а что теперь? Планируете ли вы заявить о себе так же громко, как это было в 2009 году? Сейчас, понятно, гастроли, концерты, проекты, но гремел вот именно тогда. Да, и этого хватит для меня, этого ажиотажа. То есть, если в жизни такого больше не будет, ничего страшного. Да, именно эти слова я себе сказал, именно когда я выиграл в Москве. Я сам сказал, что Саша, не думай, что сейчас будет потом мир, потом universe, ты будешь владелец. Но в любом всего. случае Да. музыкальная карьера продолжается. Самое главное, что я должен расти как музыкант. Чтобы вам было легче сегодня вдохновлять талантов в Бресте. Это суровая работа, когда приходят девушки на прослушивание и говорят: Да. возьмите меня, я на все согласна. Я тоже говорю этой банке: возьмите меня, Александр, берите ее в руки. Это Якобс, Спасибо. монарх Меликана. Пусть он согревает вас и бодрит. Ну что, мы пожелаем девушкам сегодня Классно. на кастинге удачи. Вам скажем огромное спасибо, что нашли время сегодня утром прийти к нам в студию. И я Вам напомню, спасибо. у нас в гостях был певец, скрипач, победитель конкурса Евровидения 2009 Александр Рыбак.